Нападение Китая и России. НАТО заявляет о новой войне. Обращение Генсека и заявление о больших потерях. Европейцы готовы взять оружие в руки. Кремль готовит заявление Путина. Чего не примет Москва? Нападение на резиденцию президента. Что или кто стал объектом покушения? Силовики заявляют о задержании банды. Неисполнение приказов. Военные пошли против командования. Обвинения в адрес ВСУ. Громкая смерть в Подмосковье и срочная госпитализация родственника Путина. Российские СМИ сообщают о гибели авторитета. Что произошло с тем, кто был близок к семье президента? Тройная пощечина Мерцу, подстава со стороны Макрона и проблемы внутри партии. Как канцлер уходит на рождественские праздники ослабленным и как придется заплатить за предательство. Разрыв отношений. Мужчина бросил свою невесту из-за ее аппетита и подал в суд с требованием вернуть $1000, потраченных на любимую. На чьей стороне Фемида? Об этом не только досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка, как и всегда, прямо сейчас. Нажмите, пожалуйста, лайк, поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях, а я начинаю. Новый хаб для поставок вооружения Украине. Теперь крупный логистический центр откроют в Румынии. А об этом решении заявил замкомандующего миссии НАТО по безопасности и помощи и обучения для Украины Келлер. Центр будет развернут в январе 2026 года. Новый хаб будет работать в тандеме с уже действующим центром, который находится недалеко от украинской границы в польском Жешуве. Создание еще одного перевалочного пункта необходимо не только для формирования резервного маршрута, но и для укрепления логистической устойчивости всего восточного фланга НАТО, говорит генерал Келлер. Он напомнил, в этом году Киеву передали около 220 тысяч тонн военной помощи. Это примерно 9 тысяч грузовиков, 1800 железнодорожных вагонов и 500 самолетов, загруженных оружием, боеприпасами и другими материалами. Несмотря на риторику в Вашингтоне о прекращении прямых пожертвований, поток вооружений в Украину не испытал ни одной операционной паузы, подчеркнул генерал НАТО. С запуском нового логистического хаба на территории Румынии НАТО удваивает транзитные возможности военной помощи, а механизм ПУРЛ оплачивается европейцами, поставляется американцами, обеспечивает непрерывность поставок вооружений при администрации Трампа. В очках, шапочке и в Израиле. Украинские журналисты отыскали подозреваемого в госизмене и масштабной коррупции в Украине, соратника Зеленского Тимура Миндича. «Украинская правда» опубликовала фото Миндича, сделанное в Израиле, где именно журналисты не уточняют, но при этом обещают вскоре опубликовать новые детали о беглеце. А вот другой фигурант пленок Миндича, главный переговорщик от Украины по мирному плану Умеров, всячески пытается отвести от себя подозрения и застопорить дело Миндича. Об этом пишет уже издание «Зеркало недели» и напоминает про закрытые встречи Умерова с директором ФБР Кашем Пателем и его замом Дэном Бонджино в Америке. По данным источников украинского издания, встреча Умерова с главой ФБР вообще не имела отношения к переговорам между Украиной, США, РФ и Европой. Эти переговоры, отмечает автор материала, организовали через турецкие каналы Умерова. Бывший министр обороны просил Пателя не помогать следователям антикоррупционного бюро Украины в расследовании дела Миндича. В-третьих, как указывает автор, семья Рустема Умерова проживает в США. Почему Зеленский игнорирует очевидное? Потому что его и секретаря СНБО объединяет не только власть, но и ресурсы. На Умерове, как и на Ермаке, лежит большая часть материальной ответственности. Они из тех людей, которые хранят ключи от гарантий президентского будущего, говорится в статье. Мерца подставили. Макрон предал немецкого канцлера, и он знает, что за это придется заплатить. Это слова высокопоставленного дипломата ЕС, которого на условиях анонимности цитирует Financial Times. Также, по словам дипломата, Макрон настолько ослаблен, что на недавнем саммите ЕС, который провалил разморозку российских активов, у него не было иного выхода, кроме как сдаться и пойти вслед за премьером Италии Мелони. В неделе, которые предшествовали саммиту в Брюсселе, пишет издание, французский президент публично не возражал против немецкого предложения о конфискации замороженных активов. Однако в частном порядке его команда выражала сомнение в юридической обоснованности плана и предупреждала, что сильно задолжавшая Франция не сможет выдать нацгарантию на случай, если активы пришлось бы срочно вернуть Москве. По итогам саммита произошла полная смена ролей между Макроном и Мерцем, говорят аналитики. Последние 4-5 лет в Елисейском дворце считали, что слабость Германии подрывает способность Европы действовать. Теперь же у Германии есть канцлер, который понимает геополитику и хочет делать больше. Но именно Париж оказался не способен выполнить свою часть сделки, говорится в материале.
Этот конфликт подчеркивает новую динамику между двумя крупнейшими державами Европы – инициативной Германией и тормозящей Францией. С приходом Мерца к власти в мае в Берлине утвердилась новая напористость, с планами разблокировать до 1 триллиона евро на оборону и инфраструктуру в ближайшие десятилетия. Париж же оказался скован высоким государственным долгом и политической нестабильностью во второй половине последнего президентского срока Макрона. Тройная пощечина Мерцу. Более детально о поражениях канцлера на саммите и не только, пишет издание Bild. Самая болезненная пощечина для Мерца, говорится в материале, сорвавшаяся попытка помочь Киеву за счет замороженных активов. Вторая пощечина – отсрочка на определенный срок сделки о беспошлинной торговле с южноамериканскими странами, хотя Мерц планировал подписать это соглашение еще до 25 декабря. Напомню, договор отложили в долгий ящик из-за протестов французских фермеров. Они против импорта говядины из Аргентины. И третья пощечина – это неудача внутри собственной партии. Кандидат Мерца Гюнтер Крингс проиграл выборы главы фонда Конрада Аденауэра. На рождественские каникулы федеральный канцлер уходит более ослабленным, чем уходил в летний отпуск, сказал в комментарии Bild социолог Герман Бинкерт. Он уверенно чувствует себя на международной арене, но волшебником он не является. Ни на своей Берлинской мирной конференции, ни в Брюсселе он не смог сотворить чудо. Трамп снова делает ставку на семью. В самые жесткие и рискованные переговоры от войны России и Украины до Ближнего Востока он все чаще подключает своего зятя Джареда Кушнера, человека без официальной должности, но с прямым доступом к президенту. Об этом говорится в материале Associated Press. Кушнер вернулся в большую дипломатию, когда стало ясно, спецпосланник Трампа Стив Уитков не всегда может справиться сам, а сделки не закрываются. Теперь именно Кушнер участвует в переговорах с представителями России и Украины, а ранее с представителями Ближнего Востока, несмотря на критику из-за его бизнес-связей и возможного конфликта интересов. Фактически Трамп дает понять, когда ставки максимальные и все идет не по плану, он доверяет не системе, а семье, намекают авторы материала. Учитывая, что Джаред Кушнер сыграл ключевую роль в усилиях, приведших к историческим Авраамовым соглашениям и другим дипломатическим успехам первой администрации Трампа, президент попросил его быть доступным, пока он предпринимает аналогичные шаги по установлению мира в мире, говорится в заявлении. Кушнер согласился помогать в качестве частного лица. В США завершились переговоры России и США, а также США и Украины. Дмитриев и Умеров скоро расскажут о результатах Кремлю и Банковой, но уже накануне в Москве заявили, Дмитриев был в США, чтобы узнать наработки Украины и Америки. О трехсторонней встрече пока никто не говорит всерьез, заявил помощник Путина Ушаков. А еще Кремль готовит заявление Путина. О нем узнают американцы, но уже после того, как Дмитриев озвучит все, что было сказано на переговорах в Майами, уверяет Ушаков. Дальше будет решение, что может быть принято, а что категорически нет. Я думаю, что большинство предложений, конечно, нам не подойдут, потому что мы будем держаться того, о чем мы условились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями. Большинство предложений, получается, украино-европейских. Ну да, то, что было предложено, мне кажется, это достаточно неконструктивно. Украинская делегация накануне заявляла о продуктивном и предметном диалоге с США в течение 3 переговорных дней с надеждой на дальнейший прогресс и практический результат. Зеленский же заявил, что есть конструктив во время переговоров. Продолжается работа над документами о завершении войны, о гарантиях безопасности, о восстановлении. Детально проходит по каждому пункту. И есть конструктив с американской стороной, и это важно. Говорят также и о возможных временных рамках тех или иных решений. Я ожидаю доклад Рустема Умерова и Андрея Гнатова по деталям разговора. Нападение на резиденцию президента. Предатель внутри структуры. Человек, на которого была возложена невероятная ответственность, пошел против вместе с сообщниками. И все ради наживы. На кону десятки тысяч евро. Взрывной скандал в самом сердце Франции. Макрон вновь под пристальным к ним вниманием прессы. В его Елисейском дворце задержан человек, который должен был охранять президентскую посуду. Но вместо этого, по версии следствия, выносил ее и продавал в интернете. Речь идет не о каких-то тарелках. Следователи нашли северский фарфор, государственную гордость Франции, хрустальные бокалы Баккара, статуэтку Рене Лалика, медные кастрюли и десятки других предметов. Всего около 100 вещей, которыми пользовались президенты и высокие гости страны.
Похититель вместе с сообщниками устроили налет на резиденцию тихо и незаметно, но, как пишет The Guardian, прокололись на мелочи. На онлайн-площадке внезапно всплыла тарелка с клеймом «Военно-воздушные силы Франции» и пепельницы с маркировкой «Северской мануфактуры». Такие вещи в обычных магазинах не продаются. Эксперты узнали их сразу, и дальше все посыпалось. В итоге обыски, дом, машина, личный шкафчик, арест и суд. Изъятые предметы были возвращены в Елисейский дворец. Это более счастливый исход, чем в случае с Лувром, где после дневного налета в октябре до сих пор не найдены коронные драгоценности, оцениваемые примерно в 88 миллионов евро. По этому делу были арестованы 4 подозреваемых. И еще одно ЧП. F-16 были подняты по тревоге уже в районе резиденции Трампа. Истребители командования воздушно-космической обороны перехватили самолет, нарушивший ограниченное воздушное пространство над Палм-Бич во Флориде. Инцидент был оперативно и безопасно урегулирован. Пострадавших нет, заявляют военные. Прорыв границы силами российской армии в районе Гробовского, который сейчас активно обсуждают в сети, произошел не из-за численного превосходства ВС РФ. Превосходство – понятие растяжимое, пишет мониторинговый канал Deep State и обвиняет ВСУ в неисполнении приказов. Военные фактически пошли против требований Генштаба. Группа, похожая на личный состав с оружием, которая удерживала там позиции, абсолютно безответственно относилась к выполнению задач, а самое странное, никто это не проверял и не контролировал. В частности, бойцы передавали свое табельное оружие местным жителям, спокойно вели себя под вражескими дронами и могли под теми же дронами накрывать поляну. Аналитики уточняют, что приграничный участок оказался фактически не готов к обороне, а командованию ВСУ советуют провести аудит всех приграничных позиций. Европейцы готовы взять оружие в руки и противостоять России, если это понадобится. Об этом заявил в интервью Bild генсек НАТО Рютте. На вопрос журналиста, как сейчас мотивировать молодых людей сражаться за свою страну, а в Германии, например, молодежь выступает против воинской повинности, Рютте ответил, что большинство жителей Германии понимают угрозу. Если дело дойдет до серьезной ситуации, сказал генсек НАТО, молодые мужчины, не только немцы, пойдут воевать. Рютте подчеркнул, что Североатлантический альянс сейчас во всех отношениях сильнее России. У Путина 140 миллионов жителей, а у всех стран НАТО около миллиарда, заявил генсек. При этом в НАТО решили озвучить большие потери России и заявили, что война продолжается только из-за Путина. Причина всего этого – Путин. Он готов пожертвовать 1 миллион 100 тысяч своих людей. И при этом за этот год он добился лишь минимальных успехов. Менее 1% территории Украины по сравнению с началом года. За это, по нашим оценкам, с российской стороны были убиты или ранены до 1 100 000 человек. Это ужасно. Но такова реальность, с которой мы имеем дело. В НАТО заговорили о новой войне, о нападении Китая и России, также говорит Рютте. Он видит глобальную связь Пекина и Москвы и уверен, если Си Цзиньпинь решит атаковать Тайвань, он сначала позвонит своему младшему партнеру Путину в Москву и попросит занять альянс, атаковав территорию НАТО. Рютте считает, что именно поэтому альянс должен тратить деньги на оборону и развивать армию. Добавлю, что о потерях Украины и России часто говорит Трамп и уверяет, что стороны в месяц теряют около 27 тысяч солдат. Друзья, и время для вопроса: верите ли вы в грядущую большую войну между Россией и НАТО до конца этого десятилетия или спокойно относитесь к заявлениям сторон? Пишите свои ответы под видео, и спасибо, что вчера многие из вас отреагировали на вопрос. Многим и правда кажется, что сейчас день сурка, или, как вы написали, день дятла. Все слышат стук, но результат знает только дятел. Спасибо за поддержку лайками и подпиской на канал «Время Прядко». А я продолжаю. Громкая смерть в Подмосковье и срочная госпитализация родственника Путина. В Мытищах во время прогулки на катере погиб авторитетный бизнесмен Виктор Аверин, человек, которого в прошлом СМИ связывали с Солнцевской ОПГ. Судно с 6 пассажирами перевернулось. 5 смогли выбраться, не спасся Аверин, пишет российское издание «Коммерсант». Особое внимание к этой истории привлек состав компании на борту. Вместе с Авериным катался Виктор Хмарин, старший, муж двоюродной сестры Владимира Путина и отец главы Росгидро. По данным источников, Хмарин получил переохлаждение и ушибы, но его жизни ничего не угрожает. Также на катере находились адвокат, бизнесмен, телохранитель и 18-летняя модель. Следствие считает случившееся несчастным случаем и не сообщает о признаках преступления. Имя Виктора Аверина широко известно с конца 80-х и 90-х годов. Тогда его неоднократно связывали с солнцевской преступной группировкой. Сам он это отрицал. Всем, кроме господина Аверина, удалось выбраться из воды. Госпитализация понадобилась только одному участнику прогулки, но и его жизнь оказалась вне опасности.
Для поисков тела Виктора Аверина привлекли водолазов, и они его под водой нашли. Вдова бизнесмена подтвердила СМИ факт его гибели. И напоследок для настроения. Свадьбу отменили, потому что невеста слишком много ела. В Китае мужчина подал в суд на свою девушку с требованием вернуть все деньги, которые он потратил на нее. Также он расторг помолвку со своей возлюбленной, поскольку невеста слишком много ест. О деталях странного судебного разбирательства сообщает South China Morning Post. Известно, что парочка познакомилась полгода назад. Они вместе работали в ресторане, который принадлежал семье жениха. Очень скоро, пишет издание, мужчина разочаровался в своей девушке. По его словам, она бралась только за легкую работу и регулярно ела ресторанную еду, чем подрывала семейный бюджет. В суде китайский жених настаивал, чтобы бывшая девушка вернула ему деньги за колготки, белье и другие мелочи, которые он ей покупал. В общем, 30 тысяч юаней, это более 4 тысяч долларов. Также он захотел обратно выкуп за невесту, 20 тысяч юаней, это практически 3 тысячи долларов. И суд отказался удовлетворить требования жениха. Однако невесте все же придется вернуть часть средств, половину от выкупа. Пользователи сети встали на сторону брошенной невесты, говорят, ей повезло, что вовремя рассталась с таким скрягой. Друзья, всем спасибо за просмотр, хорошего дня и недели. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.